Я в городе Уануко в Перу, и сейчас здесь проходит фестиваль Лос Негритос. Его еще называют самым длинным Рождеством в мире, и здесь происходит настоящий карнавал, люди наряжаются в невероятные костюмы. Просто город не утихает ни на минуту в течение месяца. Это очень классно, это очень красочно. Я путешествую без остановки уже 9 лет, и почти 5 из них я провела в Латинской Америке. Конечно, я уже видела все известные места. И в этот раз я выбрала маршрут по центральному Перу, куда даже сами перуанцы добираются нечасто. Но ведь именно в таких удаленных местах сохраняются самые интересные традиции и живут самые гостеприимные люди. И в этом выпуске я побываю на празднике дома у перуанской семьи, а также в городе, который все боятся, познакомлюсь с известными блогерами и попробую кашу из гнилой картошки. Сегодня в 6 утра я приехала в город Уануко, и мне разрешили сразу заселиться на каучсерфинг, поэтому я смогла даже поспать после этого ужасного ночного автобуса. И вот сейчас меня зовут завтракать, и потом я пойду искать большой карнавал, ради которого я сюда и приехала. Вот у меня есть отдельная кровать, быстрый интернет и туалет вон там. Праздник заключается в том, что на главной площади проходят выступления танцоров, но потом тех же музыкантов и танцоров приглашают выступать в семьях. То есть есть выступления, которые похожи на карнавал для всего города, а есть выступления конкретно для одной семьи. Фестиваль зародился в колониальное время, когда в Перу привозили рабов из Африки для работы на плантациях и шахтах. Только в дни Рождества им давалась некоторая свобода. Они могли наряжаться, танцевать, в знак того, что перед Богом все равны. Танцоры скрывали лица под масками и своими танцами высмеивали власть, пародировали священников и в целом колониальное устройство. Танец начинается с процессии, которая несет младенца Иисуса, так как традиция эта по-прежнему религиозная. За ними следуют знаменосцы и дама с джентльменом. Это элитная сторона общества, возможно, хозяева поместья, где работали рабы. Дальше начинается самая интересная часть танца. Выходят танцоры негритос, те самые рабы, которые получили временную свободу. Они наряжаются в самые роскошные костюмы. Пока негритос танцуют, среди толпы ходят старики. Это комические персонажи, которые раздают конфеты, подарки, шутят с публикой и высмеивают всех подряд. Праздник продолжается до позднего вечера, и потом все эти группы, которые днем выступали на площади, они просто гуляют по городу и продолжают танцевать. Побывать на уличных выступлениях может каждый, но мне больше всего хотелось посмотреть на семейную часть праздника. Перуанская семья пригласила меня отпраздновать вместе с ними большой религиозный праздник, называется Бахада де лос Рейес. И вот сейчас мы пойдем на службу в 8 утра, а потом пойдем к ним домой. Они уже пригласили танцевальные традиционные группы, музыкантов, там будет еда. Вот мы идем в такой процессии к ним домой сейчас. Мне внезапно принесли тарелку горячего супа. Сейчас нас позвали домой, мы сейчас вот в главной комнате, и здесь будут танцы традиционные. Seguir haciendo. Я купила билет в следующий город, он называется Уанкайо, и вы по-любому ничего о нем не слышали. Я тоже ничего не слышала.
Ну, узнаем, что там есть. Прикольно, у них называется автовокзал Терра-Пуэрто. Типа есть аэропорт, а есть землепорт. Ну и, кстати, многие спрашивают, опасно ли в Перу или безопасно. Вот, например, сейчас я покупала билет на ночной автобус, и мне сказали, что часто бывает, что может кто-то предложить там конфетку, печенюшку, чем-то угостить, и они будут с наркотиками для того, чтобы ты заснул, и у тебя там забрать все деньги, все вещи, которые у тебя с собой в салоне. Поэтому нужно быть всегда осторожным. Я буду останавливаться по каучсерфингу, и девушка сказала, что утром лучше в ее район не ехать, потому что там опасно. Типа посиди в автобусе, в терминале, а я приеду и тебя заберу. Нашла какой-то вокзал, буду здесь ждать, пока кафешка откроется и мой хост меня заберет. В Перу каждый день это что-то новенькое. Вот это называется кафе Пассадо. И когда ты заказываешь кофе в местной кафешке, тебе приносят вот такую чашечку холодного кофе, вчерашнего. То есть он фильтровался, настаивался и со вчерашнего дня или даже больше. Он очень крепкий и холодный. Но к нему приносят чашку горячей воды, и ты просто ее вот так вот добавляешь. И получается американо. Я доехала до Уанкайо. Заселилась я по каучсерфингу к девушке и ее маме. И сейчас приедет какой-то второй путешественник. Город, пока не скажу, что красивый, просто обычный большой перуанский город. Но я погуляю, может, найду что-то симпатичное. Город находится на высоте 3400 метров, поэтому у меня немного кружится голова. Тяжело заходить даже по ступенькам было. Хотя моя куча была на 2700 метров. То есть, по идее, я должна была акклиматизироваться, но все равно чувствовать. Я вчера на рынке нашла вот такую штуку, это також. И ее делают вот в этом регионе, где я сейчас нахожусь. И делают ее из ферментированной картошки, которую кладут в ручей, накрывают всякой соломой и оставляют на 6 или даже на 24 месяца. И потому что вода проточная, все вот эти продукты распада, они вымываются, и остается просто мякоть. И потом эту мякоть высушивают на солнце, в высокогорье она очень сильная, и получается вот такая мука. Но есть один нюанс. Эта штука, говорят, очень отвратительно пахнет. Фу! Даже напоминает такую мокрую собаку, которую заперли где-то в подвале на 2 года. И она там уже не очень живая. Это лекарство вроде как придумали инки. Ну, конечно, им тут все приписывается. Ну, либо те люди, которые жили в этом регионе до инков. Потому что и в Боливии, и в Андах в Перу популярна вот эта ферментация картофеля, потому что у них не очень большой сезон урожая. И они его пытаются сохранить таким образом. То есть они его либо высушивают, вымачивают. Есть картошка чуньо, которая хранится там десятилетиями. Ну ладно, я ж сильная, смелая. 1, 2, 3. Как жевать мокрый носок. Если следующий выпуск не выйдет, вы знаете, что со мной случилось. В городе Уанкайо нет каких-то особых достопримечательностей. И главное развлечение там – это ходить по бесконечным рынкам, общаться с людьми, которые очень удивляются при виде иностранца. И, конечно, пробовать уличную еду. Но для меня это общение лучше любых туристических мест.
А здесь рынок с одеждой second-hand, потому что регион здесь не очень богатый, и люди покупают использованную в основном одежду. Есть Мазамора де Токаш. Вот теперь я на рынке пробую Мазамору из Такош, потому что то, что я попробовала сама, мне не очень понравилось. Но такое можно попробовать вот только в этом регионе Перу. И то редко мы пришли на специальный рынок. И Такош называют пенициллином ант. Он очень полезен для гастрита, для желудка. И вообще это прям супер медицина здесь. Мне добавили немножко сахара, чтобы я не так страдала. Запах не такой сильный, как у моей пудры, моего напитка, который я делала, но все равно подванивает. В принципе, есть можно, но больше как, наверное, что-то полезное, чем вкусное. Блин, мне теперь эту тарелку всю надо съесть. Я внезапно изменила маршрут, и из Уануко я резко поехала в Куско, хотя я туда не собиралась. Но, во-первых, там сейчас находятся Лисяка и Юра не страшно. Плюс в районе Куско 20 числа будет очень необычный, очень уникальный фестиваль, на который я давно хотела попасть, но у меня никак не получалось. В общем, я так резко развернулась и поехала 48 часов на автобусе. Я решила себя побаловать и купила себе королевское место, вот так вот просто. Одно на первом этаже, оно классно раскладывается. Тут наконец-то есть кондиционер, потому что в первом автобусе было безумно жарко, я не смогла заснуть. Соседи тоже не будут на плече лежать. Вот наконец зашла продавщица на остановке. Я купила у нее кукурузку с сыром. Мы наконец остановились в ресторане, и здесь, конечно, очень высокие цены. Например, если кальдо можно съесть там за 6 соли, то здесь он стоит 20. Но неважно, я очень проголодалась, не взяла с собой еды, думала, мы вообще здесь не остановимся. Я взяла ломо сальтадо. Вон там уже кошка что-то просит. У нас есть минут 30, чтобы поесть и поехать дальше. Как вообще получилось, что я оказалась в Куско? Я не планировала сюда ехать, я ехала вообще в противоположном направлении по центральному Перу и хотела оказаться в какой-то момент в Чачапояс и уйти в сторону Амазонки. Но внезапно я развернула свой маршрут на 180 градусов, села в автобус, провела там 2 полных дня, чтобы добраться сюда. Причин было как минимум 3. Во-первых, встретиться с Юрой и Лесей, с блогерами, которые путешествуют сейчас по Перу, потому что, когда еще мы окажемся в одной стране в одно время, и я думаю, что упускать такую возможность не стоит. Но была еще одна причина. 20 января в окрестностях Куско, как в окрестностях, в 5 часах езды отсюда, будет проходить уникальнейший фестиваль, на который очень сложно попасть, и туристы туда добираются очень редко. И сам фестиваль, он довольно опасный, как минимум для девушки-иностранки, наверное, потому что туда собираются толпы мужчин изо всех деревень, чтобы устроить огромную драку. И все это происходит на высокогорном плато, примерно на высоте где-то 5000 метров. Короче, я очень хотела туда попасть, но никогда так и не осмелилась это сделать. И когда я приехала по каучсерфингу в город Уанкайо, тоже город, в котором не должно быть туристов, я остановилась там на одну ночь, просто потому что мне это было по пути. И познакомилась там с другим путешественником из Израиля. И оказалось, что он тоже едет на этот фестиваль.
Тоже такое совпадение, которое бывает нечасто, и я решила, что это знак, что нужно ехать вместе, потому что все так удачно складывается. Ну и третьей причиной стала погода, потому что сейчас сезон дождей, и в феврале он только усилится. Я хотела поехать в город Уарес, чтобы сходить в очень крутые треки горные на 10 дней с палаткой, а в сезон дождей это опасно, некомфортно, ну и видов никаких там не будет. В общем, я села, проанализировала все это и решила, почему вот не взять и не изменить маршрут. Я же свободный человек, я могу делать, что хочу, и могу ехать, куда хочу. И вот спустя 2 очень долгих, очень утомительных дня в автобусе я, наконец, в Куско. И вот я заселилась в хостел. Ночь в этом хостеле стоит 6,5 где-то долларов, и при этом сюда включен завтрак, что очень классно. Короче, дом ребят где-то вон там в лесу, и я фиг знает, как туда добраться. Судя по Google картам, которым никогда не надо верить, ребята живут где-то там. И есть якобы тропа вон там, и есть какая-то тропа вон там. А вот тут река глубокая, через которую не перепрыгнуть. Я не поняла, что за приключение. Мне надо перейти вот этот мост. Там большой собака. Мне, наверное, не на этот мост. Окей, дорога найдена. Теперь осталось найти дом. Опять я где-то лазю. Который показывает, сколько очков за попадание в касло. 10 50, мне кажется. Да? Было. О, офигеть! почти. Это было... А дальше меня ждал самый противоречивый фестиваль Перу. Это ритуальная битва между жителями горных деревень, на которой обязательно должна пролиться кровь в качестве подношения Пачамаме. Перуанцы верят, что тогда год будет плодородным и удачным. Мы подошли прямо к полю, дальше уже идти нельзя, потому что там реально может долететь камень. Кто-то уже погиб, хотя только-только началась битва, вон его несут